Перо чеснока желтеет в мае или начале июня, а лето ведь только началось. Это та самая проблема, причину которой почти все определяют неправильно. Желтеет чеснок у очень многих, и почти каждый по привычке хватается за одно и то же средство. Кто-то сразу бежит подкармливать, кто-то заливает грядку из лейки, кто-то опрыскивает от болезней наугад, лишь бы хоть что-то сделать. А чеснок продолжает желтеть, потому что лечит не то. Желтое перо – это не диагноз, это только симптом, и за ним прячется как минимум 5 совершенно разных причин, и у каждой свое лечение. То, что спасает в одном случае, в другом только добивает растения. Полили, когда нужно было осушить, подкормили азотом, когда корни уже подгнили. Так и теряют грядку, на которую осенью потратили силы и хороший посадочный материал. Поэтому сегодня разберемся не в том, чем побрызгать на всякий случай, а в том, как по самому растению точно понять, что с ним происходит. Научимся читать рисунок пожелтения, разберем 5 причин по очереди и для каждой найдем конкретное действие, которое реально работает именно в мае и июне. Досмотрите до конца, потому что главная проверка, которая отличает безобидное голодание от смертельной гнили, занимает 10 секунд и одно движение рукой, а ее пропускают почти все. Сначала договоримся об одной вещи, без которой дальше будет каша. Желтое перо само по себе не говорит вообще ни о чем. Кончик любого нижнего листа у чеснока к лету слегка подсыхает. Это нормальное старение, так как растение перераспределяет питание в новые листья. Тревожиться нужно, когда желтизна захватывает лист целиком, идет вверх по растению, перекидывается на молодые листья или появляется массово по всей грядке буквально за несколько дней. Вот тогда стоит разбираться. И разбираться не на глаз сверху мельком, а внимательно, сидя на корточках у грядки. У чеснока есть 4 подсказки, по которым его можно прочитать, почти как открытую книгу. Первая подсказка, где именно начинается желтизна, с кончика листа или от основания на старых нижних листьях, или на молодых верхних. Вторая, каким рисунком она идет, ровно по всей пластине листа или полосами между жилками. Третья, что под ногами, сухо и рассыпчато или хлюпает и липнет вода. И четвертая, самая честная, что покажет растение, если его аккуратно подкопать и посмотреть на донцы и корни. Вот этими 4 подсказками мы и будем пользоваться все оставшееся время. Запомните их, и тогда каждая из 5 причин ниже встанет на свое место. Теперь по порядку. Причина первая. И в начале лета она встречается чаще всего. Это вымокание и переувлажнение. Запомните одну вещь, которая для чеснока важнее всего остального. Избыток воды для него гораздо опаснее, чем недостаток. Чеснок не любит болото, а рыхлую, дышащую, влагоемкую, но не сырую землю. Когда весной идут затяжные дожди или когда грядка лежит в низине и туда стекает вся вода с участка, или когда грунтовые воды стоят близко к поверхности, вода вытесняет из почвы воздух, а корням нужен кислород не меньше, чем влага. Они начинают задыхаться, перестают работать и всасывать. И вот парадокс. Раз корень не качает воду и питание наверх, перо желтеет, хотя влаги вокруг хоть отбавляй. Растение практически вянет от жажды, стоя в воде. Этот парадокс многих избивает с толку. Видят желтый поникший чеснок, думают, засох, пересох и бегут поливать его еще сильнее. А этим только добивают, заливают окончательно. Как же узнать вымокание наверняка? Желтизна при нем обычно ровная, расползается по всему растению сразу. Перо становится вялым, как мокрая тряпочка, теряет упругость, и тургор не стоит, а полегает. Земля под рукой мокрая, тяжелая, лепится в плотный ком и не рассыпается. А теперь та самая проверка. Вы подкопайте одно растение сбоку. При вымокании корни будут бледные, водянистые, стекловидные, легко рвутся. Иногда уже начинают слегка подгнивать с кончиков. Но, и это самое важное отличие, само донце пока еще плотное, светлое, без гнили, без налета и без неприятного запаха. Вот это и отличает обычное вымокание от настоящей болезни, к которой мы еще придем. Что делать? Первое и главное – прекратить любой полив. Чесноку сейчас воды и так через край. Прорыхлите междурядья. Как только земля чуть подсохнет сверху, разбирайте плотную корку, через которую не проходит воздух. Дайте ему пройти к задыхающимся корням. Если вода стоит в низине постоянно, подкопайте по краям грядки неглубокие бороздки для стока. Отведите лишнюю воду.
А на будущее вывод простой и проверенный. Чеснок сажают на высокую гряду высотой 15-20 см, и тогда вешай водой и дождями его уже так просто не зальет. Лишнее само скатится. И запомните, в дождливое лето чеснок не поливают вообще, ему с избытком хватает того, что льется с неба. Любой дополнительный полив идет ему во вред. Причина вторая – нехватка азота. Вот тут многие угадывают и иногда совершенно правильно. Азотное голодание у чеснока в мае – дело частое, особенно у озимого, того, что сажают под зиму. Он зимует в земле рано, трогается в рост, когда едва сойдет снег, а земля в это время еще холодная, корни в ней работают вяло и медленно, питание из холодной почвы усваивается плохо. А если вдобавок ударили поздние майские заморозки, растение и вовсе сидит голодное и бледное. Узнать азотное голодание можно по очень характерному рисунку. И вот тут включается наша первая подсказка, где начинается желтизна. При нехватке азота она идет с самых кончиков листьев и медленно спускается вниз по пластине. И начинается всегда со старых нижних листьев, потому что растение, экономя, перекачивает остатки азота из них в молодые верхние листья, которыми дорожит больше. Все растение при этом светлое, бледно-зеленое, какое-то прозрачное на просвет, тонкое, как будто недокормленное, и заметно отстает в росте от соседей. Сухо под ногами, донце при подкопе целое и чистое, личинок нет, а перо все равно бледнеет с кончиков снизу, значит, перед вами просто голод, и кормить нужно азотом. И тут важны дозы, потому что перекорм чесноку тоже сильно вредит. Аммиачная селитра вносится из-за расчета 10-15 граммов на квадратный метр по влажной почве, с легкой заделкой в верхний слой и поливом. Если удобнее жидкая подкормка, берут столовую ложку мочевины на 10 литров воды, хорошо размешивают и выливают примерно на 3 литра готового раствора на квадратный метр грядки. И маленькая хитрость, которую знают не все. Какое именно удобрение взять, зависит от погоды за окном. Если на улице держится прохлада, около плюс 14 градусов и ниже, лучше работает аммиачная селитра. Она усваивается даже в холодной земле, в которой мочевина почти не действует. Если же установилось тепло выше плюс 14, берите мочевину, в тепле она раскрывается лучше. Кстати, по содержанию азота эти два удобрения заметно разные. В мочевине его около 46%, в аммиачной селитре около 34%. Поэтому мочевину и разводят так осторожно. Ложкой на ведро, ее легко передозировать. Через 2-3 недели, если перо так и осталось бледноватым, подкормку можно мягко повторить, но не увлекайтесь азотом, его лишек гонит растение в перо, в ущерб подземной головке. Чеснок жирует, уходит в пышную ботву, а луковица под ней остается мелкой, так что азот строго в меру и только когда диагноз именно голод, а не что-то другое. И тут же важная развилка, потому что есть причина, которая легко маскируется под азотное голодание, а лечится совсем иначе. Иногда у чеснока желтеет не весь лист целиком, а только ткань между жилками, тогда как сами жилки остаются зелеными, такими ярко-зелеными полосками на пожелтевшем поле листа. Этот рисунок называется межжилковый хлороз, и это уже не азот, а чаще всего нехватка магния. Перепутать эти две причины проще простого. Оба раза лист желтый, но подкормка нужна разная, и азотом тут дело не поможет. Так что прежде чем хвататься за селитру, всмотритесь лист поближе. Ровная сплошная желтизна, ползущая с кончик, это азот. Желтизна полосами при сохранившихся зеленых жилках – это сигнал, что чеснок просит магний, и его дают, например, той же доломитовой мукой или магниевой подкормкой. Маленькая деталь, а лечение от нее меняется полностью. И раз уже речь о том, чтобы внимательно смотреть, давайте сразу применим это на деле. Прямо сейчас поставьте видео на паузу, выйдите на грядку и посмотрите на свой чеснок вблизи, на уровне листа. С кончика он у вас желтеет или между жилками, на старых листьях или на молодых. Это первое, что стоит проверить своими глазами, потому что именно от этого зависит, чем вообще растение кормить и кормить ли. Посмотрели, вернулись, идем дальше. Дальше самое важное. Причина третья, самая опасная из всех 5. И именно ради нее стоило досмотреть до этого места. Это фузариоз и другие гнили донца. Все коварство в том, что беда начинается как будто внезапно, на ровном месте. Все стояло крепкое, здоровое, зеленое растение ничем не отличалось от других, и вдруг за несколько дней желтеет и никнет. И рисунок здесь прямо обратный азотному голоданию. На это и обращайте внимание в первую очередь. Желтизна и засыхание идут не снизу вверх, а с верхушек листьев и очень быстро бегут вниз по всему перу. Растение буквально гаснет на глазах, день ото дня.
Вот эта внезапность, скорость и направление сверху вниз должны вас сразу насторожить. Это не похоже на медленный постепенный голод. И здесь приходит время той самой 10-секундной проверки, ради которой и был весь разговор. Проверки, которая отличает безобидное от смертельного. Подкопайте подозрительное растение сбоку и посмотрите на его донце, на ту пяточку, из которой растут корни. При вымыкании, как мы помним, донце оставалось плотным и чистым. При фузариозе все иначе. На донце видна гниль, розоватый, белесый или бурый налет. Иногда ватистая плесень, корни истлевшие, бурые, легко отрываются и остаются в земле. А само донце буквально отделяется от головки, когда тянешь растение. Если вы это увидели, поздравлять не с чем, но хотя бы теперь точно понятно, что происходит, и можно успеть спасти остальную грядку, пока зараза не пошла дальше. Фузариозная гниль донца сильнее разворачивается в тепло при высокой температуре почвы, и особенно в годы с резкими скачками погоды, когда поздние заморозки сменяются жарой, а сырость застоем. Первые серьезные признаки часто появляются уже ближе к созреванию, во второй половине лета. Но желтое перо в июне на отдельных кустиках вполне может быть ранним звоночком. Что делать? И тут важна решительность. Больные растения немедленно убирают с грядки целиком, вместе с комом земли и осыпавшимися чешуями, и ни в коем случае не в компост, не в общую кучу, а подальше с участка, иначе вы сами разнесете грибок по всем грядкам. Оставшиеся растения проливают биофунгицидом на основе сенной палочки или триходермы, строго по инструкции. Эти полезные микроорганизмы подавляют грибок в почве. А дальше профилактика, потому что фузариоз лечится плохо, зато предупреждается хорошо. Не загущайте посадки. Грибку нужны сырость, теснота и плохое проветривание между растениями. Дайте им простор. Строго соблюдайте севооборот. Чеснок и лук сращивайте на ту же самую грядку не раньше, чем через 3-4 года, иначе в земле год за годом копится инфекция и ждет своего часа. И самое важное, никогда не сажайте зубки от больных, мягких, подгнивших или подозрительных головок. Чаще всего болезнь приходит на грядку именно с зараженным посадочным материалом. Отбирайте на посадку только идеально здоровые, плотные головки. Это половина успеха. Причина четвертая. Тихая и обидная. Это кислая почва. Обидная она потому, что человек вроде бы все делает правильно и поливает в меру, не заливает и подкармливает вовремя. Чеснок любит землю близкую к нейтральной. Его оптимум – это уровень кислотности примерно 6,5-7 по шкале pH. Как только почва закисляется, pH падает ниже 6, усвоение сразу нескольких элементов азота, фосфора, калия и магния резко ухудшается. Они как будто запираются в почве и становятся недоступны корню. Получается голодание на сытой грядке. Питание в земле есть, удобрения внесены, а растению от них ни тепло, ни холодно. Внешне это выглядит как смесь всех дефицитов сразу. Бледное, желтоватое, слабое перо, которое почти не реагирует на подкормки, так как должно было бы реагировать. Подкормили, а толку нет. Вот это и есть характерный признак закисленной почвы. Как проверить точно? На глаз, на язык и на ощупь кислотность не определить, поэтому ни в коем случае не вносите известь вслепую. На авось переизвестковать тоже плохо. Купите простую индикаторную бумагу или недорогой почвенный прибор и измерьте pH на грядке. Это дело 5 минут. Если почва действительно кислая, раскисляйте, но не резко и не в самый разгар острого пожелтения, а аккуратно рассыпая раскислитель в междурядье. Доломитовая мука вносится примерно по 300-500 граммов на квадратный метр на сильно кислой почве. И она особенно хороша тем, что попутно дает чесноку магний, тот самый дефицит которого мы разбирали чуть раньше. 2 полезных дела за один прием. Более мягкий и привычный многим вариант – древесная зола. 100-200 граммов на квадратный метр, она и кислотность немного сдвигает в нужную сторону, и попутно дает калий, который для вызревания головки нужен. Но запомните главное, настоящее раскисление – это работа осени или самой ранней весны. На будущий сезон ничего не исправите. Мел и доломитка работают медленно, зато измерив кислотность, вы наконец поймете, почему чеснок у вас год за годом получается слабенький и желтоватый. И сделаете все правильно к следующей посадке, заложив раскисление с осени. И причина пятая – повреждение луковой мухой. Это уже не болезнь и не голод. Это вредитель, и работает он тихо, скрытно под землей, поэтому его дольше всего
всего не замечают. Лед первого поколения луковой мухи начинается как раз в мае. Это и есть старая верная примета. Он совпадает по времени с цветением вишни и сирени. В эту пору у чеснока обычно уже 3-4 листа. Муха откладывает яйца у основания растений и прямо на землю рядом с шейкой. Яйцо развивается 3-8 суток в зависимости от тепла. Потом из него выходит личинка белая, цилиндрическая, как маленький червячок, длиной до 10 мм. И тут уже принимается за дело. За свои 12-20 дней жизни эта личинка успевает основательно изгрызть луковицу, внедряясь в нее со стороны донца, прогрызая ходы и полости. Перо у поврежденного чеснока приобретает характерный серновато-желтый нездоровый оттенок. Вянет, желтеет и засыхает. Причем такое растение можно довольно легко, почти без усилия, вытащить из земли. Корни уже подъедены. И снова нас выручает все тот же подков при провождении мухой у донца. Вы увидите этих самых белых личинок и проточенные ими ходы. Сама луковица на ощупь становится мягкой, рыхлой, начинает гнить уже от вторичной инфекции, и появляется резкий неприятный запах гнили. Это ни с чем не спутаешь. Картина однозначна. И учтите важную деталь. Второе поколение луковой мухи выходит в конце июня, начале июля. Так что расслабляться рано. Бдительность нужна весь сезон, а не только в мае. Что делать? Сильно поврежденные растения сразу удаляют с грядки, чтобы сидящие в них личинки не доползли до здоровых соседей. По оставшимся здоровым растениям в окно лета работают отпугиванием и проливом междурядий настоем древесной золы. Резкий запах сбивает муху с толка и мешает отложить ей яйца. Посадки полезно мульчировать, чтобы мухе было физически труднее добраться до открытой земли у самой шейки растения. Хорошо помогает и старое соседство с морковью. Чеснок и морковь, посаженные рядом, своими запахами взаимно отпугивают вредителей друг друга, и луковую муху, и морковную. А на будущее главная и самая надежная защита – это ранняя посадка. Чем крепче, мощнее и старше растение к моменту майского лета мухи, тем меньше вреда успевают нанести ему личинки, а крепшую луковицу им уже не одолеть. Прежде чем свести все в один определитель, стоит отдельно проговорить, чего при желтеющем чесноке делать как раз не надо, потому что эти ошибки повторяют из года в год. Не нужно при первой желтизне сразу заливать грядку водой. Если причина в вымокании, вы окончательно угробите корни, а если в мухе и гнили, вода только им на руку. Не нужно подкармливать азотом наугад. Без понимания причины на кислой почве он все равно не усвоится. При гниле донца только постигнет процессы разложения, а при вымокании просто смоется в никуда. Не стоит опрыскивать растения химией от болезней, пока не подкопали и не убедились, что это действительно гниль, а не голод или сырость, иначе вы тратите зря средства и время. И отдельно про популярные народные хитрости. Соленый раствор, которым любят поливать чеснок от мухи и от желтизны, на самом деле засоляет почву и при частом применении угнетает само растение, поэтому им не злоупотребляют. Перекормка свежим навозом – тоже частая ошибка. Он закисляет почву и провоцирует те самые гнили, которых мы боимся. И не пытайтесь раскислить грядку прямо в июне ударной дозой извести в надежде на быстрый эффект. Резкий скачок кислотности добавит растению стресса, а пользы в этот сезон не принесет. Раскисление – это всегда работа на будущее, заранее, с осени или ранней весной. Запомните эти ловушки, и половина потерь обойдет вашу грядку стороной. Теперь сведем все 5 причин вместе, чтобы у вас в голове сложился короткий рабочий определитель, по которому вы за минуту поставите диагноз прямо на грядке, не угадывая. Если желтизна ровная по всему растению сразу, перо вялое и полегшее, а земля под ним мокрая и липкая, и при подкопе корни бледные, но донце целое и чистое – это вымокание. Прекращаем полив и осушаем грядку. Если желтеет с кончиков нижних старых листьев, медленно сползая вниз, растение бледное и тонкое, а под ногами сухо – это нехватка азота. Кормим селитрой или мочевиной строго в меру. Если же желтеет полосами между зелеными жилками, ищем не азот, а магний. Если крепкое, здоровое с виду растение вдруг быстро пожелтело с верхушек вниз, а при подкопе на донце гниль и налет, и корни легко отрываются, это фузариоз. Без раздумий убираем больные растения с участка. Проливаем остальные биофунгицидом. Дальше держим севооборот. Если чеснок год за годом стоит бледный, несмотря на весь правильный уход и подкормки, меряем кислотность почвы, а на кислый раскисляем доломиткой или золой к следующему сезону. И, наконец, если перо серовато-желтое, растение легко выдергивается,
а у донца при подкопе белые личинки, ходы и пахнет гнилью, это луковая муха. Убираем поврежденные, отпугиваем золой, а на будущее сажаем как можно раньше. Видите, насколько это 5 разных историй с разными причинами и разным лечением. И теперь, надеюсь, понятно, почему это один и тот же универсальный совет полей или подкорми так тоже часто не срабатывает. Пока не прочитал само растение, по 4 подсказкам лечишь вслепую и нередко делаешь только хуже. И вот что еще стоит держать в голове на каждый день, пока чеснок растет. Не паникуйте при первой же замеченной желтой полоске на нижнем листе. Сначала посмотрите внимательно, потом думайте и только потом действуйте. Самая ценная привычка огородника в начале лета – это раз в несколько дней проходить вдоль грядки и приглядываться к чесноку. Откуда пошла желтизна? Какой у нее рисунок? Сухо под ногами или мокро? Как ведут себя соседние растения? И не бойтесь подкопать одно единственное растение для проверки. Целая головка от этого осмотра не пострадает, а информацию вы получите бесценную, ту самую, которая не даст взгляд сверху. Именно подкоп и осмотр донца чаще всего и ставит точку в вечном споре, голод это, вымокание или уже гниль. Так что не гадайте, не лечите наугад, смотрите своими глазами. Растение всегда подсказывает, что с ним. Если этот разбор помог вам разложить желтое перо по полочкам и больше не путать причины, сохраните видео себе, чтобы в нужный момент сезона быстро свериться с этим определителем прямо у грядки с телефоном в руке. А в комментариях обязательно напишите, с чего у вашего чеснока началась желтизна в этом году, с кончиков нижних листьев или внезапно сверху вниз. Уже по одному вашему ответу половину диагноза можно угадать, и в обсуждении легче подсказать, куда смотреть дальше. В следующем видео разберем, когда же выкапывать чеснок и как не упустить тот самый момент зрелости, потому что там есть один признак, который путают даже очень опытные огородники, и из-за него головки и не дозревают, или наоборот рассыпаются на зубки прямо в земле. А пока возьмите и проверьте свою грядку по сегодняшнему определителю, прямо сегодня. Богатого вам урожая на грядке, до новых встреч!